Здравствуйте, друзья! Буквально через пару недель мы будем отмечать с вами женский праздник 8 марта. Мы решили перевести фильм о семье Димаша, о творчестве, главными героинями которого являются мама и бабушка Димаша. Димаш, что там, брат, что там? На казахской эстраде одного из представителей нового поколения зовут Димаш Кудайберген. Хотя его назвали именем Динмухамед, зовите меня Димашем, был его выбор. Как молодой игривый скакун ему подходило быть озорным, баловнем, решительным, не знающим преград. Конечно, в 21 год кто не будет стремиться вперед, тем более, когда рядом 3 мамы. Вдвоем мы как будто были неразлучными, дружными. Что я сделаю, если обещание оказалось ложным? Причиной того, почему Димаш меня называет мамой, стало то, что после рождения Димаша Света была еще молодой, училась. Решила я помогать закончить учебу, спокойно спать, взяла Димаша к нам. Сами растили его, сами заботились о нем. Жили, конечно, в одном доме. Как связь поколений, согласно казахской традиции, Димаш был отдан в руки бабушки и дедушки. Он их называл мамой и папой, а Свету называл Света Апа, то есть это тетя, а папу называл Канат Ага, дядя, Агатай. Тогда мы еще тоже были молодыми. В то время мне было 47 лет. В этом возрасте женщины еще могут иметь детей. Он тоже так думал, долгое время не знал об этом. Мы тоже ему не говорили, считая Димаша своим сыном. Кажется, это законно, что первенца мы не берем, а отдаем бабушке и дедушке. И нам, честно сказать, легче. Считаю это хорошим казахским воспитанием. Не разлучать ребенка с бабушкой и дедушкой. Такие дети разговаривают как взрослые. В одном человеке бывает несколько качеств. Свету Айтбаеву общественность знает как певицу, как семейный дуэт Света и Канат Айтбаевой. Очень казахская, вышедшая из актюбинской среды молодая невеста. Откуда у нее другое имя? Беспокоил вопрос. Оказывается, оно было связано с казахской традицией. В день рождения Светы приехали гости из города. Уважая гостей, хозяева попросили их дать имя ребенку. Приехавшая из города современная молодая девушка посчитала правильным дать новорожденное русское имя – Света. В один день решили посвататься. Канат закончил учебу и ездил все время к Свете в Актюбинск. В пятницу, субботу, воскресенье мы стали замечательными сватами. Это было время, когда Света закончила музыкальное училище и училась в университете имени Ахмета Жубанова. Молодая девушка выбрала музыку и решила стать певицей. Она создает семью с Канатом Айтбаевым, который был старше ее на 4 года, и рожает на свет первенца Димаша. Гимназияда оқыды, жақсы оқыды. Бірінші классына өзіміз алып бардық. 5 жасынан бастап біз музыкальный колледжге бердік. Фортепианоға барып жүріп, фортепианодан кейін онда хор бөлім бар. В школе-гимназии учился хорошо. В 5 лет отдали в музыкальный колледж. Ходил на фортепиано, участвовал в хоре, сольфеджио. Но тогда мы не думали, что он станет артистом. Путевым, молодым, но ценил превыше друга. В детстве, если кто рисовал машину, Микки Мауса,
то я в 3-4 года любил рисовать микрофон, аудиокассеты. сурет салғанда бір машинаның суретін салып жатса, бір мекен басының суретін салып жатса, мен күтті кезінен бастап, сол 3-4 жас шамасынан бастап сурет салғанда өзімді үлкен сақылды ойлайтын салатын едім. Әрқашанда бір микрофон суретін салатын едім, аудиокассеталардың суретін салып сөйтіп білмеймін екен. В 5 лет, выходя на сцену, играл перед собравшимися на фортепиано, мог и спеть. Со временем в растущем ребенке родители заметили искорку таланта. Әке балаға сыншы демекші, уақыт өте кәсіби әншілер жаспырымның бойында дарынның ұшқынын барын көреді. С маленьких лет он не уставал упорно заниматься, по-разному менял голос. Видимо, такие упражнения расширяют диапазон. Но что ни говори, конечно, природа свободно поет в пределах 4 октав, а с учетом свисткового регистра, говорят, может дойти и до 5 октав. Бірақ кейбіреулер 5 октава деп жүр, ол әрине мына свистковый регистр деген болады, барлық әншілер бірдей қолдана алмайды. Бұл осы методиканы да өзі ізденіп жүріп үйреніп алыпты. Сонысын қосқанда әрине 5 октаваға жетіп қалады дейді. J'ai toujours fondé la vie avec le point dessiné. Je compte dans envie, tu métamorphoses. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire pour les В первую очередь дано Богом, во вторую очередь родителями. В-третьих, встретился с сильными учителями. Ценя Божий дар, они ведут меня по пути искусства. Өнермен ұштастырып, әлі күнге дейін жетелеп, мені өнер жолында алып келе жатыр. J'ai vu vivre qui sortent. C'est je commence à faire В эстраде есть такие замечательные песни, которые нелегко исполнить. Например, песни Лукпан Ага, например, Селин Дион, Лара Фабиан. Если бы написанные казахские песни вышли бы в Америку, кто знает, может, они разошлись бы по всему миру. Сондай эстраданы тыңдамайды да қазақтар жазған әнді сол Америкада шығасыншы, мүмкін бәлкім күллі әлемге таралып кеткен болар ма еді. Астана опера, знаете? Смотрите, здесь поет Димаш. Қандай әлемдегі қазір осы театрда Димаш ағаларың ән айтады. После 8 класса Димаш поступил в Актюбинский музыкальный колледж на факультет академического вокала, где проучился 4 года. Хотя его голос подходил для исполнения классических произведений, он выбрал эстрадное направление. Приехали в Астану оперу. Сегодня концерт Димаша. Оның үстіне бүгін Димаштың концерті бар екен. Астана опера мемлекеттік театрында. Ол әрине нұр үстіне нұр болып кетті. Дорогая, ты искоса посмотрела на меня. Дорогая, какая ты красивая. Қараған қандай сұлу Димаш, нужно честно сказать, сверкнул в одно мгновение. Он вроде легко преодолел узкие и скользкие пути. Он не участвовал в жас-канате в 16 лет, но он участвовал на следующий год. 16 жасында жас қанат конкурсына қатыса алмай, келесі жылы байқаудың жеңімпазы. После жас-каната продюсеры предложили поехать на конкурс в Киргизию Меркин Азия. Қырғызстанда өтетін
Мы стараемся быть рядом с Димашем, готовим его. Ездили с ним на конкурс в Киргизию, Мейкин Азия. Поэтому у него нет рядом продюсеров или кого-либо еще. Сондықтан Димашқа қасына продюсер, директор деген онша көп керек бола қойған жоқ. Бәйге қосатын ат сияқты ғой бұларда. Соны жарысқа қосатындай қылып баптап дайындауға тырысады. Зарубежные продюсеры заметили его на конкурсах и дали ему направление на Turk Vision. Он, как молодой певец, выиграл 4 международные конкурсы. Үлкен фестивальге қонақ болып барады. Жас әнші бас аяғы 4 халықаралық конкурстың жүлдесін алды. Түркияда мысалы Тайжидауды беріп жатыр түріктер. В Турции до выступления народ встречает хорошо. Благодарю Бога за любовь и поддержку зрителей. Находясь в Казахстане, я могу ездить в другие государства. Көрермендердің сүйіспеншілік артып жатқандары, махаббаттарын беріп жатқандарына Аллаға шүкір деймін. Басқа мемлекеттердегі жұмыстарымды мен Қазақстанда жүріп ақ, сол жаққа барып келіп, қайтып келіп жасай беремін деп ойлаймын. Правде говоря, несмотря на то, что Димаш молодой певец, зарубежные зрители больше знают о нем. По сравнению с нами, относятся к нему особенно. После победы на Славянском базаре Димаша стали приглашать на разные свадьбы, концерты. Мы к этому относимся по-другому. Жить за счет гонораров от таких мероприятий нам не нужно. Димаш формирующийся певец, он должен учиться, стать профессиональным специалистом. Сондықтан біз кішкене басқаша қараймыз бұл салаға. Ең алдымен бұл Димаш қазір енді қалыптасып келе жатқан артист қой, бірақ ең алдымен бұл әлі білімін алу керек. Содан кейін кәсіби маман болады. Спросили про призы молодого певца. Оң солын танымайтын бала емес. Анасы баласының аузы сауында екенін айтты. Әрине кез келгенімізде болатын қызығушылық. В Кыргызстане на конкурсе Мейкин Азия из рук премьер-министра получили $10 000. Димаш привез и отдал нам. На Славянском базаре приз был хороший, $20 000. Тоже отдал нам. Қоры $10 000 екен. Сол $10 000 әкеліп бізге берді үйге. Болмаса Славян базарына барды. Ол жерде жүлде қоры да өте жақсы болды. 20 000 ақш доллары бас жүлдеге берілді. Онысын да әкеліп берді Димаш. Диплома обладателя Гран-при 24-го международного конкурса исполнителя эстрадной песни «Витебск-2015» удостоен Димаш Кудайберген, Казахстан. У Димаша есть сестренка и братишка. 9-летний Абдулмансур. Он хорошо играет на дамбре. Бір қарындасы, бір інісі бар. 9 жасар Абдулмансур да өнерге жуық екені байқалып қалды. Домбырасын алып, қағып жіберді. Домбырасымыз мықты болып тұр, домбыра дұрыс болмай қалып тұр. Приезжаем, когда скучаем, разговариваем по телефону. Осы шағын үйді алған болатынбыз.
Димаш бүгінде Қазақ ұлттық өнер университетінің Сейчас Димаш студент Казахского национального университета искусств. К 25-летию независимости Республики Казахстан планирует дать 25 концертов в разных городах Казахстана. 25 қалада концерт беру жоспары да бар екен. осында тұрып біздер Когда Димаш с друзьями отсутствует дома, доверяем, знаем, что он не пьет и не курит. Сол кісілерді сағынғаннан кейін Иногда я так сильно скучаю, что хочется поехать в Актюбинск своим родным. бір бас болу үшін. күніге сөйлесіп тұрамын, күніге бірнеше рет звондаймын, өзі де звондап тұрады. Түн болғанда қайда жүрсің? Бір жерде отырмын жолдастарыммен десе, енді Димашқа сенемін негізінен. Димаш әйтеуір Құдайға шүкір жаңағыдай тәртіпсіз нәрселерден аулақ, ішпейді, тартпайды дегендей деп ойлаймын ғой енді. Он студент университета. Он сыт, одет, обут. Лишнее мы не позволяем, контролируем. Студентке лайықты үстінде әйтеуір киімі бүтін, тамағы тоқ, жаңағы қатты ондай қымбатшылыққа ұрынбайтын, сондай деңгейдегі бала. Оны қатты қадағалаймыз біз ол жағын. Молодому певцу, откуда бы он ни был, конечно, не избежать ошибок, но рядом его мамы, которые помогают ему координировать его жизнь и строить планы на будущее. Аналар да жақсы біліп отыр. Тек баланы санасынан берсін деп жатпаймыз ба? Думаем о будущем Димаша. Бог даст, буду помогать невесте растить детей. Келешекте келінімізге көмектесіп, уақыт берсе, оның баласын бағысып, сөйтіп жүруге Алла нәсіп етсін. Алла біздің өмір жасақ болсын. Әншіге нешеге деп айтып жүрміз біздер. Қасыңда жүретін, киіміңді дайындап, бірге ән салып. Димаш учится на 2-м курсе. У него нет пока таких мыслей. Ему обязательно нужно пройти стажировку, мастер-класс за границей. Пусть пройдет стажировку, получит диплом, и после этого разрешаем. Мастер-класстар стажировкадан өту керек, міндетті түрде. Шетелге стажировкадан өтсін, бәрін дипломын алсын, содан кейін рұқсат. Өзі сол шамаға жоспарлап жүрген шығар, әзір ондай әңгіме айтпайды. В первую очередь, девушка должна уважать родителей, быть вежливой. Она не должна относиться к искусству, но в то же время нас должно объединять искусство. Өнерді түсінетін жан болу керек. Так бывает? Ондайды кездестірмедіңіз. Қызарыңызға жоқ білмеймін. У молодого певца есть четкое направление и ясные цели. Он хочет участвовать в Евровидении. Ол Евровидениеге қатысам деді. Айтуынша оның да ауылы алыс емес екен. Бүгінде бірқатар келіссөздер жүргізіліп жатыр десті. Асылдардың асылдары көздері жиып-жиыпсың, биік шыңдар басындағы шаңырдан да биіксің. Ошалар мен сағатларға таңым болып атпасам, аяуланам арман бар ма, ақ сүтіңді ақтасам. Асыл алашым, өмірің болып жалғастым, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтым. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана, абзал ана, ана, көңілім кең дала, дарасың сен маған, дарасың сен маған. Махаббатым, махаббатым, махаббатым.